Вот есть такая проволока. Плита фильерная. Три-четыре ветки на один ярус. И потихонечку тянем. Диаметр 0,6 миллиметра. Следующий этап – это этап примерки этих. Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео продолжаем собирать или создавать дерево из металла, в частности из меди. И в прошлой части мы заготовили ствол, ну вот он перед вами, и разного калибра ветки, скажем так. Присоединять эти ветки будем к стволу при помощи пайки. Вот у нас есть паяльник. Ним и воспользуемся. На канале есть видео, которое называется «О пайке подробно». Там рассказано, чем паять, как паять, о паяльниках, о флюсах, о припоях, техника исполнения. Заходите на канал, смотрите видео, подписывайтесь и ставьте лайки. Вот. А мы сейчас просто возьмем и, так сказать, воспользуемся этим самым паяльником. Использовать будем, кстати, два припоя. Это у нас ПОС 40, а это ПОС 61. Вот в том видео, о котором я сказал выше, было обещано, что там когда-нибудь при случае будем использовать комбинированную технику. То есть использовать один припой, более тугоплавкий, ПОС 40, и ПОС 61, более легкоплавкий. Вот как раз сейчас и проверим, работает технология или не работает. Хотя должна, по идее. Это необходимо для того, что вот, например, мы припаяли вот две веточки сюда, да, на верхушку. Потом нам нужно припаять третью веточку. Естественно, эти две веточки могут отвалиться после того, как мы припаем третью. И вот разница температурных, скажем так, в температуре плавления между этими припоями поможет, скорее всего, нам избежать всякого рода подмотки теплоотводов. Ну, это есть такая практика, но это сложно в таких мелких, тонких диаметрах. Но может быть придется, а может быть и не придется. Для начала, конечно же, кстати, нужно еще сказать о том, что запись ведется без внешнего микрофона, потому что вот диммер, который регулирует, скажем так, температуру жала, то есть мощность, выдает жуткие помехи. И, к сожалению, звук немножко будет хуже. Но я надеюсь, что все это переживут. Ну, и посмотрят с удовольствием, так сказать, чем мы будем тут заниматься. Итак, для начала необходимо примерить эти самые ветки вот к верхнему кончику нашего будущего ствола. Да? Ну, то есть, чтобы толщина их подходила к, скажем так, к срезу будущему. Ну, вроде ничего, вроде должно получиться. Хорошо, немножко поправим для начала. Диаметр здесь все-таки. Кстати, на канале есть видео, которое называется «Пламя меняет все». И вот там как раз рассказано о том, как отжигать проволоку, для чего это вообще нужно, как ее растягивать и тому подобное. Тоже посмотрите, тоже будет очень полезно, ну, чтобы овладеть технологией. Итак, немножечко сейчас отожжем. Ай-яй-яй. Горячо.
Теперь создадим угол двухсторонний. Попробуем использовать кусачки. Аккуратно. Если углы будут разные, то есть один больше, другой меньше, будет даже лучше. Но чтобы не было симметрии. Это, кстати, важный момент. То есть нас интересует асимметрия в данном случае. Так. Ну вот, допустим, одна ветка у нас есть, которая идет на конус. Да? О, она неплохо становится, кстати, сюда. Здесь же нужно будет откусить. И сделать ее чуть меньше. Ну, приблизительно. Тут хорошо становится. Ну, относительно неплохо, скажем так, пока что. Вторая ветка пойдет примерно таким образом, да. Ну, хорошо, ладно. Примерно так это будет. Хорошо, давайте, так сказать, запустим паяльник. А именно, крутанем наш диммер на необходимую температуру. Насколько я помню, к сожалению, я вот забыл посмотреть, POS 40, по-моему, у него температура рабочая 240 или 260 градусов, а POS 61 рабочая температура 120 или 130 градусов. Хорошая разница. Ну, начнем, естественно, с POS 40. Это флюс. Называется он ЗИЛ-2. Нанесем немножко. Ну, вот он со содержанием кислоты. Вы можете видеть, что потемнело у нас. Нет, еще холодненький. Да, сейчас. Да. Скажем, для таких тонких заготовок, которые мы будем сейчас лудить предварительно, этого вполне хватит. Конечно, такой вот предмет и больше припаять, конечно, будет невозможно. Пожалуйста. Прекрасно, легко и непринужденно. Есть такое дело. Продолжаем. Хорошо. Попробуем зафиксировать две наши веточки будущие. Ну, по цвету ленты вы догадались, кто производитель, да? Ну, хорошо. Называть его не будем. Ну, такой наплыв, конечно, немножко великоват. Но в любом случае, в данной ситуации олово еще необходимо, вернее, олово еще играет роль шпаклевки, потому что потом необходимо будет опиливание произвести. Это понятное дело. Нет, ну припаялось крепко. Тихо-тихо. Ветки не гнуть сильно, да. Так. Ну вот примерно так у нас начинается верхушка. Промоем место пайки.
Следующий ярус. Веточку потоньше, потолще, вернее, нужно взять, уже найти. Что это у нас? Ага. Длина. Давайте пока такой и оставим ее. Там. Дальше будет меньше текста, потому что мы сосредоточимся на работе, но комментарии основные вы услышите. Здесь обрежем под углом. Не слегка даже, а под хорошим углом. Так, тут немножко деформируется, но потом мы все поправим. Угол вот такой острый должен быть. Ну, относительно острый. Теперь необходимо создать вот здесь углубление. То есть, чтобы площадь соприкосновения с диаметром ствола была лучше. Этим сейчас и займемся. А займемся мы, использовать будем вот такие боры стоматологические. Так, какой выберем-то? Обнаружил. Хорошо. В роли надфиля будет он у нас. Ну, вот таким образом. Хотите вы или не хотите, но чтобы получить качественный продукт, нужно вот постараться, помучиться. Это называется стендовый моделизм. Да. Вот начинает появляться такая, как выемка, да? Да. Да. Примерим еще раз. Посмотрим. Это, конечно, длинновато для первого яруса. Длинновато, вот где-то средний. Ладно. Тогда отложим пока в сторону и найдем что-то покороче. Необходимо придать большую конусность, скажем так, окончанию ветки. Ноль целых 18.
Ну, в общем, не прогревает он. Будем менять жало. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan представляет огромный ассортимент на своих страницах. Проще сказать, чего здесь нет, нежели перечислить то, что есть в наличии. Магазин всегда одним из первых предлагает самые ожидаемые новинки, на которые можно оформить предзаказ. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску, фототравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу. Igmar TV Scale Models. Паяльник остыл. Теперь можно заменить жало. Выкрутим одно и поставим второе или другое. Ну, как вы видите, оно побольше, площадь больше, потому что при пайке вот, рабочей поверхности хватало залудить только тонкую проволоку. А вот уже толстую, более толстую проволоку, да еще вместе с тонкой, ну, не получается, нет прогрева. Поэтому и заменили жало. Попробуем. О, ну да. Говорится, совсем другое дело. О, немножко многовато. Ну, опилим потом, если что. Сухой паяльник здесь применять мне не очень хочется. Не хочется, и все. Осторожно. Ну, допустим. Допустим.
Что низковато получилось. Да, ну, серьезно. Ага. Не выдерживает, да? Ух ты. Не хочется подмотки делать эти все, теплоотводы. Так не хочется. Тихо. Опа. Держится, да, это просто отломалось. Переборщил с нагрузкой, так сказать. Так, ну, две ветки у нас уже начинают, так сказать, жить собственной жизнью, да? Нет, все-таки не годится. Нужно, чтобы она смотрела вот сюда. Да, сейчас переделаем. Так. Вот позиция. О. О. Третью припаяем выше. Ноль целых 0,2. Отлично. Оп. Тихо. Вот тут немножко опилим, уберем лишнее, и все будет очень даже хорошо. Черновой вариант вполне себе нормальный. Сразу можно заметить, что вот эта ветка слишком длинная. И ее нужно укоротить. Ну-ка. О, вот теперь нормально. Ага. Хорошо. Ну и плюс ко всему, вы наверняка заметили, что, конечно же, работать вот в таком положении, там всякие там грузки класть, не очень удобно, подклеивать не так продуктивно, как хотелось бы. Поэтому применим вот такое вот приспособление. Вот оно перед вами. Которое называется третья рука. Просто поставим вертикально, вернее закрепим вертикально. Вот один крокодильчик. Вот второй крокодильчик. Аккуратно. О, вот таким образом. Ну и естественно теперь все прочно держится, ничего не гуляет, не качается. И можно работать. Ладно. Да, есть еще один нюанс. Надо все-таки о нем заявить. Ну, скажем так. Давайте я извлеку ее. Так, чтобы для наглядности. Вот, ну, скажем так. Раздвоение ствола.
Назовем это лицевой стороной. Да. Теперь получается вот в данном случае вид сбоку. Опять же условно. Представим себе линию вдоль ствола одну, боковую, ну так условно назовем, и линию фронтальную, скажем так. Так вот, ветки, которые будут паяться к стволу, не должны находиться на этих линиях. Ни в коем случае. Ну, иначе будет неправдоподобно. В деревьях, если посмотреть на крону, они вот как раз расположены по сторонам от, ну, скажем так, верхушки. Это важный момент, так сказать, чтобы получилось красивое изделие, как это говорят, да? Так, еще раз закрепили. Нужно обратить ваше внимание, что вот в пинцете на одной из губок вот, есть паз. Для того, чтобы проволока попадала в этот самый паз. Ну вот таким образом. И в таком случае она не будет двигаться. Ну вот, например, без паза, вот она гуляет, качается. Это очень неудобно при пайке. А если попасть в паз и прижать, то она держится прочно, не гуляет. Нужно провернуть, чтобы попасть вот тем углом, который мы сделали заранее. Это все неудобно, потому что все на весу. Поэтому возьмем какие-то вот такие подставочки. Правая рука, левая рука, правая рука. Главное не обжечь себе нос. Эй, да, это точно. Осторожно. Ну-ка. Да, многовато, конечно, олова получилось. Ну ладно. Будем убирать. Так, припаялось. Хорошо. Есть такое дело. Конечно, конечно, припоя многовато. Но опять же, это не пост 61. Он не имеет такой текучести. Обработаем абразивным материалом. Так, посмотрим. Да. Вроде нормально. Да, да. Хорошо. Как всегда, не забываем промывать места пайки от
остатков флюса. Это обязательно нужно делать. Вот так пока выглядит наше дерево. Таким вот образом. Дальше продолжим, так сказать, со сменой позиций. Потому что, как выяснилось, в вертикальном положении работать неудобно. Опять же, ну, бывает такая ситуация, что никак не можешь приспособиться, ищешь самое удобное положение, так сказать, изделия. И было решено попробовать в горизонтальном положении работать. То есть вот таким образом. Ну, давайте попробуем. Сейчас закрепим. Та же третья рука. Ой-ой-ой. Ну, вот так попробуем. Это уже третий ярус будет. Вот примерно в этом месте. Я так думаю. Да. Или чуть ниже. Ну, давайте вот чуть ниже попробуем. Вот здесь. Придадим угол. Так, хорошо. Эти крокодильчики, вот этот во всяком случае, служит еще и теплоотводом, что тоже неплохо, кстати. Вот так. Следующую ветку все-таки припаяем вот в этой части. Вот в этой точке постараемся припаять. Да. Хорошо. Да. Вроде да. Неудачно получилось, потому что они почти что вот эти две ветки на одной линии лежат. Повернуть нужно ветку вправо по стволу. По часовой стрелке, так скажем. Отпаяем. Есть такое, да. Еще раз. Ну так. Прочно взялась, конечно. Посмотрим. Оценим, так сказать. Да, ну вот это... Нет, тут ее мать. Теперь эта ветка на этом уровне. Ну что ты будешь делать? Эй, не годится, конечно. Ну. Ага, есть. О, вот теперь оно на своем месте практически, да? Хорошо. Теперь третья ветка. Ну вот здесь она будет. Вот тут. Хорошо. Ну тут, конечно, припоя получилось очень много. Ну ладно, зато крепко. Кстати, проволока находится в нагартованном состоянии, поэтому такая твердовата. Это неплохо, но она и хрупкая, может поломаться. Как ни странно, медь в тонкой части может просто раскрошиться. Правда, вот эта ветка, конечно, слишком длинная.
нужно померить толщину, чтобы решить, укорачивать ее от начала или укорачивать ее от части, где она к стволу прикрепляется. Что у нас здесь? А, нет, нельзя. 0,2 здесь. Это то, что нам нужно. Поэтому придется отпаять и укоротить с этой стороны. Отсоединяем. Так, ну потихоньку будем укорачивать ее. Давайте пока настолько вот, да. Называется муки творчества, чтобы было изящно и красиво. Да. Ладно, давайте пока оставим так, как, скажем, эскизный вариант, да? Вот у нас. И здесь явно что-то не хватает. Вот где-то прям вот тут в упор к этой ветке припаяем еще одну, вот сюда. О, ну да. Вот эта ветка поддержала вот эти вот 3 штуки. И стала вот на свое место. Вот на свое место. Вот я доволен. Аж смешно. Да, на свое место стало. Хорошо. Ну и нужно помнить еще один важный момент, что расстояние между ветками, вот они, не должны быть одинаковыми, как вы понимаете. Да, иначе это будет... Ну, то есть мы должны избежать при монтаже веток, полностью избежать симметрии, ритма, есть такое понятие. Тогда это будет выглядеть натурально. А иначе нарочито. Ветка длинная все-таки это. Вот она. И, пожалуй, вот это тоже длинная. Ого. Главное, чтобы не отпаялись другие. Давай. Опа, есть. Хорошо. Миллиметров на 5 мы ее укоротим. Ай-яй-яй, отвалилась. Все-таки отвалилась, да? Ладно. Что не поделаешь. Подпаяем. Ой, чуть-чуть. Радикальненько. Есть, хорошо. Вот так. О, вот. Вот она короче стала. Угол поменялся немножко. И хорошо. Этот мы немножко угол тоже изменим. Можно, да? О, ну вообще. Так, ну теперь более-менее что-то такое интересное вырисовывается. Ну и вернем эту ветку назад. Промыть. Скажем так, эскиз кроны дерева нашего будущего готов. То есть примерно вот так. Потом, конечно же, может все-таки это укоротить нужно будет, скорее всего. Да, я так думаю. А давайте так возьмем да укоротим. 0,2, да, осталось. Значит, не пострадало. Хорошо. Ну, далее будем подпаивать молодые веточки, заполнять пустоты.
Вот здесь пустота, например. Здесь можно подпаять коротенькую, тонкую, с дальнейшим разветвлением. Где вот здесь можно подпаять. Ну и еще поищем. То есть заполним крону. Ну и потом уже будем к основным веткам подпаивать ответвления. Ну, давайте этим и займемся.